Далее нам нужно обработать вход в боковой карман. Мы по верхнему срезу брючины отмечали насечки. И сейчас мы эти насечки должны перевести на лицо и на изнаночную сторону. То есть я сейчас их отмечу и проведу прямую линию. Прямую линию с изнанки и прямую линию с лица. Здесь вот я уже провела. Данная линия у нас идет о том, что говорит о том, что это у нас линия перегиба самого кармана. Хочется пометить, что мы можем длину входа в карман изменить так, как мы хотим. Допустим, для среднего размера длина входа в карман в готовом виде 16 сантиметров. Допустим, у нас здесь вот за минусом сантиметрового шва соединения бокового у нас будет здесь вот так вот. И плюс сверху мы заберем сантиметр шов притачивания пояса. И где-то примерно у нас будет около сантиметра закрепка. В данном случае у меня получается длина входа в карман 16,5. Меня это устраивает, все, я могу смело дальше заготавливать. По нашей намелованной линии, уточненной длину входа в карман, лучше сразу наметать временными стежками, означающие линию перегиба кармана. Иначе она может стереться. Мы лучше ее наметаем, потом эти наметочные стежки мы можем смело убрать. Нам они нужны для того, чтобы правильно, ровно и красиво приложить усилительную полоску дублерина клеевого, чтобы у нас ровно, красиво лежало. Вот получается с изнанки идет наметочная линия временного стежка и с лица. Сейчас в данный момент с изнаночной стороны мне нужно приклеить полосочку нити пошивного дублерина. Вот у нас изнаночная сторона. Вот я даже напишу, да? Вот это вот у нас изнаночная сторона. Вот у нас будет линия перегиба входа в карман. Вот. И получается, что мы должны эту вот линию перегиба входа в карман усилить полоской долевого дублерина. В данном случае я возьму полоску нити прошивного дублерина. И прикладывать саму полоску нужно со стороны внутреннего припуска цельнокроенной обтачки. Некоторые захотят, кто-то захочет прикладывать со стороны внешней стороны. То есть вот здесь вот за перегибом у нас вот эта сторона будет лицевая, а вот эта у нас будет внутри. Лучше прикладывать на внутреннюю сторону цельнокроенной обтачки и приклеить. В массовом производстве прикладывают просто одну полосочку дублерина долевого и приутюживают. Кто-то делает прям вот на всю ширину вот этого вот цельнокроенного припуска, цельнокроенной обтачки, на всю ширину приклеивают флизелин, дублерин. Но смысл, что мы приклеиваем, мы должны соблюсти направление нити основы у флизелина. Если мы будем раскраивать по направлению нити основы самой брючины, то, естественно, у нас по линии перегиба не будет никак проходить долевая полоска. У нас будет косая. Поэтому я рекомендую приклеивать полоску дублерина, тоненькую полоску, а потом сверху уже приклеивать тоненький флизелин в качестве уплотнения вот этой вот цельнокроенной обтачки бокового кармана. Вот, я уже одну сторону сделала. Хочу показать, каким образом я сделала. Вот с лица сделала наметку временными стежками. И с изнанки приклеила сначала полоску нити прошивного дублерина, и сверху уже самый тонкий, вот у меня флизелин, самый тонкий, у него плотность, наверное,
где-то 40-50 грамм на метр. И вот сейчас, получается, я приклеила. По идее, мне надо его обметать. Но для начала я его сначала заметаю и приутюжу. И потом только обметаю. Вход в боковой карман у нас не должен растягиваться. Вот, сейчас я вот это приутюжу. И потом вот этот вот верхний припуск с поворотом на боковой шов мы должны обметать. Прикладывание нити пришивной ленты или край усилительного и полоски дублерина мы должны приложить строго по намеченной линии. Ни в коем случае не переходить за нашу намеловку. Вот я приклеила полоску дублерина и еще приклею полосочку клеевого флизелина. Тоже также прикладывая строго по нашей линии намеловки перегиба бокового кармана. Здесь вот мы уже видим, где же нам перегибать. И красиво можем сразу перегнуть и заутюжить. От линии нашего перегиба, входа в карман, а именно там, где мы перегнули, примерно от линии перегиба вниз на сантиметр 2-1,5 спуститься вниз и уже начать обметывать эту строчку. На этом уголке нам нужно красиво и ровно повернуть, чтобы не было никаких шишек. По верхнему срезу тоже от линии перегиба сантиметра тоже 1,5-2 переезжаем оверлоком и все. Вот получилось у нас, что за линию перегиба строчка оверлока немножко переехала по верхнему краю и по боковому шву. В другую сторону делаем то же самое и начинаем уже обрабатывать с подкладкой. Данный узел мы обработали. Цельнокроенную обтачку бокового кармана я обметала. И пока нам еще рано его обрабатывать, пока мы не соединим его с подкладкой. Нам нужно закрепить подкладку к передней половинке. Нижний край подкладки я обметала. Просто на оверлоке. Кто-то делает срез зубчиками фигурными. Ну, я привыкла так. Это как бы по технологии вот так вот положено обметывать. Но ни в коем случае не подгибать. Должен быть тоненький край. И сейчас нам нужно распределить ту посадку, которую мы изначально оставляли по длине. И равномерно распределить нашу посадку для того, чтобы закрепить нам ее по срезам. Срез подкладки у нас должен вложиться строго в перегиб кармана. То есть мы должны строго срез подкладки уложить, проверить, как у нас закладывается. И все это место закрепить. Пока мы закрепим только подкладку. Как мы помним, что подкладку мы должны слегка припосадить. Здесь у нас есть намеловка, рассечка, линия прикладывания нижнего края подкладки. Поэтому мы ее прикладываем. Я вот так вот. Подкладка очень хорошо растягивается. У меня сейчас в данный момент она ушла почти на сантиметр. Поэтому лучше распределить. И здесь косой срез, она очень может хорошо растянуться.
распределяем. Для этого мы и делали контрольную метку, чтобы нам видеть, где граница у нас идет при раскрое. Не жалеем посадку, делаем на подкладке. Излишки, если есть излишки, лучше выпустить по ширине, но не по длине. Вот я вот так вот сколола. Здесь у меня волна, я ее припосажу. Для того, чтобы мне соединять на прямострочной машине, я соединю временными стежками. Котенок нам не дает работать, бесится. Даже на гладильную доску залез. Вот таким образом я должна наметать, вот как вот здесь по боковому шву, по шаговому шву и по среднему шву. Если у нас есть излишки, выпускаем. Нам они не нужны. По ширине. По длине ни в коем случае. Подкладку мы закрепили. Самое главное, чтобы у нас не была подкладка в натяжку. Она должна быть свободной. Сейчас, в данный момент, я должна подкладку закрепить на прямострочной машине до входа в карман по боковому шву, а по шаговому и по среднему шву передней половинки закрепить должна полностью на 0,2, на 0,3 шириной шва. По боковому шву начинаем от начала входа в карман, то есть от начала нашей подкладки. Срез подкладки как раз совместился с нашей намеловкой, с нашей рассечкой прикладывания подкладки. Очень, значит, все это приложилось и будет шиться хорошо.